Друзья мои, как вы знаете, мы перегнали нашу лодку на юг Франции. И мы уже сделали видео про использование некоторых девайсов. Кто не видел это видео, посмотрите здесь. Вот. Но и кроме этого мы сняли пару видео о самом путешествии, насколько мне позволило время. И сегодня будет первая часть о заливе Сан-Тропе. И бухта Сан-Тропе – одно из самых красивейших мест Лазурного берега Франции, где каждый найдет себе увлечение, развлечение и удовольствие. А с вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус. И сегодня бухта Сан-Тропе. Поехали! В принципе, мы мечтали сами сделать перегон, то есть сами спокойно перейти там через Бискай, зайти Ля Корунью, в Кашкайш, Лиссабон, южное побережье, исследовать Португалии. Но как бы планы планами, а работа вносит свои коррективы. Поэтому мы заказали перегон, мы заказали перегонщиков. Это компания, с которой мы работаем постоянно. То есть профессионалы перегнали лодку уже сюда, на юг Франции. Заняло это порядка 14 дней. Был достаточно хороший прогноз, хорошая погода. Поэтому все, в принципе, прошло очень хорошо и очень быстро. Мы же сами приехали сюда в июле. Мы сдавали здесь лодку, катамаран. Видео о нем вы видели. Систершип нашей Гарны. И так получилось, что они вот как близняшки теперь и стояли в одной марине. Сдача лодки — это тоже такой серьезный процесс. То есть это заняло время, и уже полноценно поехать в наше путешествие по Лазурному берегу получилось уже с августа. Август не самое лучшее время для проведения отдыха на яхте, потому что все вымирает, и весь народ валит на яхты. То есть вся Европа садится на лодки, катера, и начинается вот это движение. То есть Лазурка очень сильно забита. Ну что ж, друзья, мы движемся в сторону залива Сан-Тропе. Мы столкнулись, ребята, просто с антикатамаранным шовинизмом. Нас никто не хочет принимать на катамаране, так что покупайте однокорпусники. Мы сейчас подойдем, нам сказали, ребята, звоните позже, после 12, может быть, место будет. Сейчас еще попробую позвонить своим друзьям и посмотрим на результат этого всего. Пока наслаждаемся переходом, где-то покупаемся. Все, наша крайняя точка — залив Сан-Тропе. То есть август — это такой движ очень серьезный в любом таком яхтенном регионе. Но у меня не было вариантов, поэтому, собственно говоря, мы оказались здесь в августе. Проклятие парусного яхтмена. Шли туда, ветер встречный. Сейчас идем, опять ветер встречный. Плюс какой, что очень тепло, скажем, даже жарко. Второе, как бы удалось поснимать для вас вот такие кадры. И опять же, сильно отпуском это нельзя было назвать, потому что мы старались для вас делать съемки, старались отснять какой-то материал, потому что потом у меня уже не будет времени. И, соответственно, я хочу сюда еще вернуться в октябре. Я думаю, что немножко будет попроще с маринами, ветра будет немножко побольше. И вот, ребята, специально для вас мы сейчас на нашем электротузике идем в Порт-Гримо. А Порт-Гримо — это Венеция. Это просто... Вот когда я попал туда, я понял, что я попал в сказку яхтсменов. То есть место, где каждый яхтсмен просто мечтает жить и умереть. Я так думал. Сейчас я понимаю, что, конечно, лучше жить на лодке, но это место я очень хочу вам показать. Просто. Потому что это были мои первые впечатления. Есть вот такие места еще на карте. То есть это городок для яхтсменов. Пардон. Нам тут звенят. Дудят, я бы даже сказал. И мы их сейчас пропустим. Здесь приятно находиться. Я вот каждый раз, когда я здесь, я стараюсь зайти в Порт-Гримо и получить вот эти эмоции чистые, добрые в нашем конченном мире, вот. Поэтому, друзья, а-ля в Порт-Гримо. Как вы видите, ребята, у каждого домика свой причал. Здесь
ты попадаешь просто в какой-то фэнтези-мир, который не должен существовать. Здесь вот такое умиротворение, спокойствие. Люди, когда стремятся к такому, ну, у них все, наверное, правильно с мозгами, душой. Здесь стоят там яхты вот старенькие, новенькие, моторные, парусные. Там вон, лодка вообще стоит за 10 тысяч, да. Рядом мультимиллионные лодки. Никто никому не завидует, никто не хочет кого-то что-то забрать, друзья мои. Ну вот семьи с такими маленькими морячками ездят. Ясно, что все так жить не могут, но посещение таких мест дает тебе какое-то правильное восприятие жизни, какие-то правильные ориентиры. Таких мест много. Есть и во Франции, и в Испании, я знаю, в США. В такие места я очень рекомендую заходить. Здесь можно взять в прокат лодочку, прокатиться. Вот, если вы на своей яхте станете, опять же, да, на своем тузере можете пройтись. Я не хочу оценивать с точки зрения архитектуры, хотя здесь были болота вообще какие-то, и вот люди создали это все. И опять же, это не какой-то памятник архитектуры, это просто то, где хочется жить. Очень многим хочется жить. Ребята, сейчас попробуем поближе подъехать. Там за стеклом стоит просто такой мега-парусник. Ну, попробуем его как-то отснять. Солнышко у нас есть. Сейчас легонечко я подъеду туда. Ребята, смотрите. Какой парусник, какая модель стоит. Просто украшение. И себе, и людям, можно сказать. Ну и рядом катамаранчик. Первый раз я сюда пришел 15 лет назад. Это был первый катамаран, именно не лодка. Катамаран, который я продал и перегнал его сюда. Это была Салина 48. И мне владелец разрешил пожить на нем месяц. И это были одни из самых приятных воспоминаний. Это вообще просто еще, скажем, совковое восприятие в душе было. И вот здесь оно лечится, насколько это возможно. Здесь вот я бы ездил и ездил. Просто вот красота. Я получаю моральное и эстетическое удовольствие. Тут везде можно добраться на лодке, везде. На рыночек. А вот мы съездили на завтрак, в ресторан. Вот такие вот электрические лодочки здесь можно взять на прокат, покататься с семьей. Да, а вот здесь вы видите маршрутки такие вот ездят. На них можно, да, тоже передвигаться. Но наше внимание привлекло другое. Это, ребята, я увидел тут пул такой классических лодок. Это, наверное, взрослые пацаны такие за 60 организовали себе, купили дома. И, вот даже продают. И выставили свои классические яхты. Ребята, они в такой кондиции, они просто вылизанные. Я боюсь даже представить, сколько труда пошло на их содержание. Вот смотрите, вот это даже продается. Вот это синяя. Боже, какая она сексуальная. Ой, а вы посмотрите вот на это. Ну, это же, блин, ну без оргазма не посмотришь, ребят. Вы посмотрите, какие лодки, да, им по 70, по 100 лет, по 120 лет. В каком они состоянии? Как там все отполировано. Вся блестит. Ой-ё. 12-го года яхта, ребята, Дион, 12-го года, прогуглите, вот яхта Дион 12-го года. Я думаю, что это Йол у нас, это не кетч, это Йол у нас. Века. Да, это 1912 года. Мое детство прошло на подобной яхте, конечно, не такого уровня, это совковый L6 был, но что-то вот сердечко-то ёкает. И вы посмотрите, их тут собрали. Тут, наверное, взрослые дядьки живут. Вот если бы я был миллионером, друзья мои, я бы себе купил такую яхту. Правда, сразу надо хорошую команду найти, чтобы ухаживала за ней. Потому что это не для меня. Вот, друзья, церковь со своим причалом, со своей пристанью. Сегодня воскресенье. Мы видели, как люди выходили с мессы. И тоже в свои лодочки садились. И за ней идет рыночек. Вот как положено. И мне вот представилось, как красиво можно сделать здесь церемонию венчания, плыть на лодке, рядом лебеди плывут. Ну вот как-то так. Вот что-то такое можно
придумать вообще в таком каком-то фэнтези стиле. Что еще, ребят, хочу показать. Здесь есть гаражи для катеров, для своей лодки. Вот ты подъезжаешь сюда и лодочку оставляешь. Ну вот, закончилось, видимо, место. Часы отбивают время, да, и люди начинают выходить. Но, опять же, я же говорю, тут все в каком-то таком своем формате. Хорошем, вот, добром формате. Мы нарушили, ребята. У нас помеха справа была. Пожалуйста, никому об этом не говорите. Здесь, друзья, имеется даже своя сервисная зона. Вы видите, небольшой шипярд находится с тревел-лифтами. Ну, тревел-лифты 40-тонные. Да, катамаран точно к ним не войдет. Люди здесь прямо рядом со своими причальчиками делают себе завтраки, выходят с утра. Вот, получают огромное удовольствие. Это такой переулочек местный, наверное. Самый спокойный вдали от оживленных улиц. Такой бэкстрит. Ну и здесь вот дедушка ухаживает за своей классической лодкой. Что такую лодку, такую пенсию, такой дом? Что еще нужно настоящему мужчине? Я так думаю. Так, а сейчас мы, друзья, проедем в одно место, которое я хотел попасть. Это канал тут есть такой. Я, собственно говоря, даже не знаю, куда он ведет, этот канал. Вот мы сейчас проходим мостик и шлюз. Эй! Эхо. Вот. Так, и мы попадаем... О, а тут все только начинается, ребятки. Ты снял это? Вау! Только я сказал про лебедей. Все. Спасибо Всевышнему. Блин, вообще какой-то Unreal. И лебеди еще пролетели. А вот, друзья, стоит красный Солинг, смотрите. Яхта моей мечты. У нас в яхт-клубе стоял Солинг, и я всегда мечтал на нем покататься. Ну, а закончилось тем, что в зрелом возрасте сняли в аренду в 54-м яхт-клубе флота. Будь он не ладен. А это, ребята, катамаран Эдель 33. Он разбирается из 3 частей, вот за мной. Его можно погрузить просто в обычный грузовик. И вот он из 3 этих частей состоит. Это старая марка, ее потом какие-то дедульки выкупили, вот сделали вот эти катамараны, но с маркетингом было все плохо, собственно говоря, на жаль, прогорели. Давайте отдельно поговорим о питании на яхте, потому что когда ты на яхте еще в таком регионе, тебе сразу начинает раскрываться гурман моментально. Ты хочешь красиво, вкусно покушать, красиво накрыть стол. То есть в тебе просто вот все светлые чувства начинают просыпаться. Ну и опять же, как же вот в Провансе без розе, местных продуктов, средиземноморской кухни, горячо разрекламированной. Последние годы прованское розе бьет рекорды, хотя еще там лет 20 назад розе считалось чем-то таким отстойным во Франции, но в Провансе вот здесь спрос на розе растет, особенно летом. Есть у них сейчас даже такой как бы напиток, называется бассейн из розе. То есть много льда и заливается это розе. Опять же, еще 10 лет назад настоящие французы просто бы сожгли бы меня на костре за такое. Но сейчас они сами предлагают вот этот писин де розе. Отличная штука, отлично утоляет жажду. А опять же, понижается градус такого напитка. В принципе, ты получаешь больше удовольствия, чем алкоголя. Ну, в плане гурманных дел здесь полный фул. То есть, ребята, здесь можно и на базаре скупиться хорошо, купить свежие продукты. Можно
самим приготовить, можно сходить в ресторан, заказать можно готовую еду. Ну, опять же, Uber чего-то из высокой кухни не предлагает. Собственно, с едой здесь проблем абсолютно, с качественной, хорошей едой проблем не было. Было очень жарко, поэтому с сырой рыбой мы не баловались, мы покупали уже готовые продукты. А так, в принципе, конечно, на гриль бросить свежую рыбку – это хорошее, вкусное дело. Кто не хочет тащить пакеты, опять же, можно заказать доставку прямо в супермаркетах. Это возможно было сделать. Мы чередовали и походы в ресторан, и питание на самой лодке организовывали также сами. Достаточно это все легко организовывается. Либо в самой марине, либо рядом есть хорошие магазинчики. Практически в каждой марине очень много ресторанов. В марине Коголя их просто вот такая целая грядка. Кроме этого, можно съездить на тузике в порт Гримо. Там свои ресторанные точки есть. Конечно, каждое утро нужно было находить в каждой марине свою буланжери. Буланжери – это булочная. Они открываются в 6:30, в 6. В принципе, с утра можно взять свежие багеты, свежие круассаны, выпить чашечку кофе. Ну и, конечно, нужно хорошо оборудовать лодку. То есть у нас была и газовая печь, и индукционка. В этот переход мы газом практически не пользовались. У нас была маленькая морозилка, но мы ее использовали только для мороженого и льда. В принципе, я считаю, что небольшой льдогенератор, небольшой айсмейкер на лодке нужен. И тем более сейчас они очень недорогие. Они от 100 евро на Амазоне. В принципе, на семью с 4-5 человек льда будет вполне достаточно. Ну что ж, друзья мои, мы в самой дорогой деревне Средиземноморья. Деревня под названием Сан-Тропе. Мы только что проехали жандармерию, где снимали жандармов из Сан-Тропе. И вот эта маленькая бухта является вожделенным местом для многих, я даже не знаю, как их назвать, да, людей, которые хотят проколотить понты. А проколотить понты хотят многие. Мы тоже были не против, но нашу яхту не пустили сюда по причине того, что она очень-очень маленькая. А мы с вами пройдемся по набережной, чтобы вы понимали. Вот стоят тоже лодки, тоже яхты. Да, и они стоят в Сан-Тропе. Поэтому не только миллиардеры, сильные мира сего сюда заходят. Вот тоже люди такие на пенсии приезжают в Сан-Тропе. Вот. Но на самом деле, ребят, это лодки местных товарищей. И их иногда тут выгоняют, когда устраивают какие-то движи. Вот даже полицейский катер тут имеется. А вот здесь мы сейчас увидим такую галерейку на асфальте, да. Что-то в этот раз их меньше. Вот был я здесь 15 лет назад. Вот эти картины как были, так и были. Вот даже написано с 1970 года. Сейчас вот начинается гламур, да, то есть самые большие яхты, бутики, то есть там, брайдинг, наверное, тут просто для обычных таких, я не знаю, шоферов, что ли, вот. Но здесь есть очень классное место, которое мне очень нравится. Здесь находится такая мороженица Гласьер, которая работает здесь вот с 1988 года. И здесь они делают домашнее мороженое. Просто вкуснейшее мороженое. Вот, и я вам рекомендую, будете здесь, в этой деревне, обязательно заходите и попробуйте здесь мороженое. Вот. А далее начинаются рестораны шумные, колдовское зелье, пьяное безумное, рядка ресторанов на любой вкус, на любой кошелек. А вот здесь идет торговая уличка. И если вы хотите просто что-то купить в 2-3 раза дороже, чем обычно, бьенвеню. Заходите, покупайте.
А вечером вот здесь накрывают столы. И вот эти как бы нарциссские дела процветают полным ходом. То есть народ, купив там мороженое, подходит и так лискает и смотрит, как миллиардеры себе устраивают ужины. А если вы посмотрите, бухточка-то маленькая, мы ее снимем с дрона, и вы увидите, маленькая. И когда они заталкивают сюда этих кабанов, иногда бывает ситуация, ребята, don't worry, когда две большие лодки стоят и остается треугольничек, и они меньшую яхту выгоняют две большие, заталкивают и блокируют ее просто, потому что всем хочется понтов, понимаете, и как это вот оставить меньшую яхту без понтов? Ну, нельзя, это не по-человечески, это не по-людски, друзья мои. Вот здесь такие скульптуры стоят, произведения искусства, вот, ну, не памятники Ленину и Дзержинскому. Тут можно хоть полюбоваться, там вот какая-то девушка в виде веток изображается, а вот здесь даже вот какой-то мужчина с какой-то девушкой, они целуются. Чистая медь или латунь. Ну, классно. Что ж, время уже ужина, и вот на этих кабанах начинается движ. Уже собираются гости, какие-то пати, тусе. Ну и параллельно вот стоят мотороллеры, ребята, как бы. То есть тут как-то все уживаются разных статусов, да, ты можешь покушать вот в ресторане двухзвездочном, да, и параллельно куснуть мороженого себе за руб 50. Я бы не сказал, что это все для избранных или еще чего-то. Да нет, можно вот полюбоваться вот такими классическими яхтами. Смотрите, Bluebird, постройка 1938 года под гордым британским флагом. Ну, побывать здесь стоит, в принципе, и интересно, недолго, но интересно. Вот, и один раз я здесь ночевал на лавочке, когда было дело. Welcome to Saint-Tropez, ребятки. Ну что ж, друзья мои, мы провели здесь 4 дня. Залив Сан-Тропе стоит того, чтобы здесь провести как можно больше времени, да. Вы можете здесь и стать на якоре. Есть такая бухточка, как вы входите с левой стороны, Бей-де-Канабье. Вот здесь можно стоять на якоре, если небольшая лодка, есть даже буи, есть пару ресторанов, на которые вы можете добраться на тузике. После этого идет сам Сан-Тропе. Ну, здесь маленькие марины, то есть маленький порт. Он разбит на 2 бассейна. Старый порт, бассейн Жан Лескудье. Он самый дешевый
Вот. Ну, а если вам нужны понты, серьезные понты, ну, Viewport, собственно говоря, к вашим услугам. Цена отличается более чем в 2 раза за дневную стоянку. Ну, вы сами решаете для себя. Из Сан-Тропе вы можете попасть на пляж де Пампелон, один из красивейших пляжей, очень такой модный. Здесь вы, опять же, найдете отличные клубы, рестораны. Клуб 55, Ники Бич, то есть для ночной жизни, для дневной, для гурманной жизни. У вас здесь будут все вопросы ваши закрыты. Можно сходить на маяк Кап-Камарат, известный достаточно маяк, в честь этого мыса названы лодки, бренды. И еще пройтись как бы здесь можно и в таких парковых массивах. Кроме этого, ребята, можно стоять на стоянке на рейде, вот, то есть чуть западнее Сан-Тропе. Тоже очень много лодок здесь стоит, вот даже такие огромные, вот крупные такие вот яхты, да. И в самой глубине бухты вот находятся вот этих 2 порта, 2 марины. Ну, юридически даже там 3, да. То есть учтите, что порт де Коголян и марина Коголя – это 2 разные структуры, как оказалось. Порт де Коголя – это вообще просто маленькие несколько причальчиков вдоль по вот этому каналу, который идет через 2 марины, которые разделяют порт Гримо и марину Коголя. Порт Гримо очень мало мест гостевых, очень мало. Я пару раз там стоял, да, но это так, повезло, скажем. В августе практически нереально найти там место, поэтому цельтесь сразу в марину Коголя и заранее бронируйте место, если вы в августе здесь будете. Обе марины окружены пляжами, то есть между маринами есть маленький пляж, по обеим сторонам марины есть пляжи. Здесь вы можете найти любые, опять же, удовольствия. Здесь есть и гольф-поля, и мини-гольф-поля для деток, парки развлечений. Здесь очень насыщенная такая развлекательная жизнь, особенно с июля по август. То есть практически каждый вечер что-то организовывается, фестиваль фейерверков. Здесь просто бьет ключом жизнь, то есть скучно вам, друзья мои, здесь не будет. И кроме этого можно упомянуть марину Сан-Максим. Она уже у нас находится на северном побережье бухты. Вот она достаточно небольшая, но в принципе она принимает яхты до, если я не ошибаюсь, до 25 метров. Там также можно себе забронировать место. Стоянка в марине Коголя нам обошлась в 98 евро для 40-футового катамарана. Это цены, опять же, августовские, это топ-сезон, самый высокий сезон. В обычное время они в 1,5 раза дешевле. В принципе, вполне нормально. По нынешним, опять же, расценкам, потому что за последние 2 года марины очень сильно подняли цены. Здесь есть электричество, вода, очень хороший сервис в марине Коголя. Кроме этого, есть еще 2 сервисные площадки поменьше, в зависимости от размера вашей лодки. Бухта очень защищенная. В принципе, особенно от Мистралии она защищенная. Вы можете быть очень спокойны за свою лодку, если вы здесь находитесь. Мы пригласили друзей на яхту, и они заявили о том, что, в принципе, яхтинг – это сплошная мойка. Я не знаю, какое на меня настроение напало, но было желание всегда вымыть яхту, может быть, даже излишнее, но работа на свежем воздухе повышает настроение, стрессоустойчивость. В принципе, к этой работе, когда на улице плюс 35, всегда можно относиться с удовольствием. И пообливать себя можно, и в то же время лодка лишний раз охладится. Хотя иногда можно просто заказать клининговую компанию, которая придет, помоет тебе яхту. И что у нас последний день в этой прекрасной марине Коголя. И у нас в планах сейчас переход на Леринские острова. Ночь обещает быть безветренной, поэтому мы хотим провести ночь на якоре. Вот. А сейчас мы идем проучаствовать в очень интересном действии. Каждый понедельник Марина организовывает такие брекфест-таймы, petit déjeuner,
маленькие такие завтраки. Вот так это выглядит. То есть достаточно все просто и скромно. Кофе, круассанчики, чай. Но главное это общение, музычка. И это вот проходит уже, они в 8 утра раскладывались. Ну и сейчас вот еще будет, то есть порядка 2 часов у нас идет вот такой здесь движ. Поэтому приобщимся. Ну, кофе, скажем, такой легкий, но круассаны инкроябль. Просто парфе. Супер. Ну что ж, друзья, как вам видос? Зашел или нет? Напишите в комментах, что интересного. Это наш новый формат. Я, конечно, такой, чтобы делать побольше лайфстайл-видео, да, вот путешествий. Но не могу я выкроить времени пока, хотя мне это очень понравилось. Даже когда приходилось это все делить отдых с работой, по сути, все равно я получил огромное удовольствие. Это маленькое путешествие, это часть моей мечты исследовать всю Средиземку. Канары, Средиземку, ну, часть Атлантического побережья. Почему? Потому что здесь столько много интересного. И я вам скажу, что лазурка с борта яхты, она гораздо интереснее. Ты можешь зайти в интересные бухты, в интересные деревеньки какие-нибудь. Вот. Это совсем другое, не так, как ты вот здесь заходишь на набережную Круазет, ну, на эту ярмарку тщеславия. Один из планов было как раз начать с лазурного берега Франции вот свое путешествие. Кроме того, мы здесь будем открывать филиал. Гарна будет тоже доступна к гостям, о чем я вас информирую так заранее. И будет следующее видео о путешествии. Подпишитесь обязательно, прошу вас, подпишитесь, чтобы не пропустить. Поставьте колокол, ударьте в рынду. Вот. А я, Саша Горан, и моя команда всегда готова помочь вам с выбором яхты, обучением, регистрацией. И я вас приглашаю либо сюда, либо к нам в Ля-Рошель. Всех обнимаю, до встречи в морях.